В этом видео я ломаю камни руками, стамеской и разжигаю костер. Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу, как я построила эту диораму. Да, я наконец-таки все-таки решилась на постройку футуристичной диорамы с Уралом, жуком, шагоходом. И все необходимое для постройки похожих диорам вы всегда можете купить в магазине «Модельная лавка». Там по промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а также скидка в 200 рублей на первый заказ при использовании вот этого промокода. Итак, поехали! В самом начале я для своей диорамы подготовлю скалы, на базе которых я буду делать горы. Такой способ я уже использовала при работе над карьерным самосвалом БелАЗ пару видео назад. Замешиваю строительный алебастр с водой и тщательно перемешиваю в мисочке. Между делом очень рекомендую подписаться на мою группу ВК, полностью посвященную моделизму и моему творчеству. В моей группе регулярно выходят посты о новинках в мире моделизма, обзор работ зрителей и актуальная информация о продвижении по моим проектам. Ну и, конечно же, фоточки со мной. Полученную жижицу я выливаю в форму в виде фольги. Случайные изгибы будут формировать характерный рельеф, очень похожий на горную местность. Изначально я планировала сделать диораму на тему вторжения Кибер-России на какую-нибудь планету, но при работе с рельефом получилось так, что диорама начала напоминать локации игры Death Stranding, а после добавления на нее фигур и вовсе что-то из Сталкера или вселенной Метро. В общем, диорама у меня будет посвящена русской фантастике, тем более, что это видео выходит сразу после одного из самых светлых праздников – Дня космонавтики. Я даю высохнуть в моей форме чуть более суток, и у меня получилась вот такая классная гора. Ее можно использовать в качестве плато, взять за основу диорамы, но я поступлю хитрее. Я раздроблю ее на кусочки и сделаю из нее горы. Ломать руками горную породу оказалось трудно, поэтому я использую стамеску. Конечно, она после этого затупится, но молотком добиваться ровного откалывания будет довольно сложно. Теперь я из осколков горной породы буду сочинять композицию. За основой диорамы я возьму фоторамку. Мне кажется, это неплохая основа диорам для новичков в этом искусстве, хотя некоторые комментаторы под моими видео с диорамами раскритиковали такой подход. Это неформальное искусство, так что судить о правильности подходов здесь очень сложно. И как вам видится лучше, так и делайте. Творите себе на здоровье, как хотите, и другим не запрещайте делать, как им нравится. После того, как композиция продумана, я при помощи текстурной пасты сформирую почву. На этот раз я пользуюсь художественной текстурной акриловой пастой в банке большего объема, нежели у аналогов от производителей специальной химии. Она дешевле, но цвет у нее белый, так что почву придется красить. Пока паста не высохла, кладу в нее мои горы, согласно ранее разработанному плану, и таким образом паста будет сохнуть с горами вместе, плотно схватывая рельеф. Также пока не высохла паста, я посыплю на нее обыкновенный песок, и благодаря такому ходу рельеф почвы будет еще более интересным. А песочек я экстраприировала у строителей, которые делали капитальный ремонт в соседнем доме. Чтобы сделать рельеф еще более интересным, я высыплю в пасту камушки от фирмы КАФ, которые я купила в магазине «Модельная лавка». Ссылочки будут в описании. Конечно, можно было бы их и заготовить самой. Все, наконец, рельеф высох, и я могу начать красить свое основание. Поскольку я использовала разные материалы, то и краска прикрепляться к ним может по-разному. И чтобы не испытывать проблем с окраской, я решила все это загрунтовать. И для этого я использую остатки грунтов от разных производителей. Качество грунта для таких работ не критично. А пока сохнет моя основа, я займусь фигурками. Мой зритель Матвей разработал 3 фигурки суровых российских космодесантников. Я их распечатала на своем 3D принтере, а перед началом окрасочных работ мне нужно отделить от фигурок подержки. И это не самая приятная процедура, требующая некоторой аккуратности. Из баллончика загрунтую своих молодцов. Пока сохнет грунт, я широкой кистью окрашу основание диорамы, и для этого я использую акриловые краски от Zip Maquette. У них, на мой взгляд, не очень понятная консистенция. С одной стороны, для аэрографа они густоваты, а для тонкой работы кистью они жидковаты. И вот для подобных работ они подходят очень даже идеально. И усложню я цвет почвы несколькими оттенками. Время красить горы, и тут мне пригодится множество оттенков серого, от черного до почти белого, коричневый и болотный, и разными техниками нанесения краски я пытаюсь сделать горы более интересными.
Давайте немного пофилософствуем. Для России и русского мира, как бы вы к нему ни относились в свете последних событий, праздник День космонавтики должен быть сакрален. Даже сакральнее Дня Победы. Посудите сами, первый человек, вышедший за пределы человеческой колыбели, был русский парень Юрий Алексеевич Гагарин. Не англичанин, не американец, не немец, а русский. Вывели его на орбиту русские конструкторы и инженеры. Владимир Бармин, главный конструктор стартовых комплексов, Валентин Глушко, главный конструктор двигателей для ракет, Николай Пилюгин, создатель автономных систем управления, Михаил Рязанский, отвечающий за радиосвязь, Виктор Кузнецов, конструктор гироскопических приборов, ну и, конечно же, Сергей Павлович Королев, разработчик ракет-носителей. Эти ученые, словно апостолы, вывели первого в истории человека в чуждый, страшный, загадочный и неизвестный открытый космос. А масляными красками я усложню цвет, и в ход идет метод сухой кисти и классическая проливка темным цветом. Символично, что именно русским довелась эта участь первыми покорять новые пространства, постепенно расширяя свои сферы влияния, методично продвигаясь на восток. Покоряя все новые земли, они наконец уткнулись сапогами в бесконечные воды Тихого океана и подняли головы вверх. Именно там, наверху, нас ждут новые открытия и новые завоевания. Русские – это первая космическая нация, и на этой благодатной почве стала развиваться русская фантастическая мысль, предопределяя и намечая дальнейший путь развития, обдумывая предстоящие препятствия. Сюжет моей диорамы будет мирным, но суровым. При работе над ней я вдохновлялась русской фантастикой XX века. В моей работе сплетутся две линии – оптимистичная, навеянная русскими фантастами середины XX века, например, Иваном Анатольевичем Ефремовым, произведением «Туманность Андромеды», или же Владимиром Афанасьевичем Обручевым в книге «Плутония», то есть некий прогрессивный, позитивный исследовательский мотив. В то же время, даже можно сказать, с другой стороны, диорама будет отображением позднесоветской фантастики. Ее отголоски можно найти в мире Сталкера или Метро 2033, то есть некое запустение, неизвестность. Диорама моя будет хоть и нести металлизированный подтекст, но сюжет будет сугубо нейтральный. Основные действующие лица – это 3 сталкера, а может и экзогеолога на привале. Они бородатые, что дает отсылку к образу типичного русского мужика начала 20 века. И, естественно, они будут в шапках-ушанках, футуристичных бронежилетах и с кобурами, но без оружия. Знаете, мы пришли к вам с миром, но если что, мы можем и постоять за себя. Их транспортное средство – это Урал-шагоход. Постройку этого чуда инженерной мысли смотрите в одном из моих предыдущих видео, ссылка будет в описании. Урал не простой, а шагающий, что дает преимущество на пересеченной горной местности, которой покрыта изучаемая планета. Опознавательный знак в виде русской буквы «Ж» нужен, видимо, для того, чтобы отличить этот Урал от других транспортных средств. Наверное, на планете случился какой-то катаклизм, и люди, или же те, кто населял планету, покинули свой дом и оставили после себя кучу артефактов. Такие артефакты ценны и используют в своей работе неизвестные русским физические принципы, а такие артефакты – это просто ржавые бочки и прочий мусор. Настало время посадочных работ. Я буду сеять травку, и для этого мне потребуется флокатор. Я наношу клей ПВА на то место, куда я хочу нанести флок, а флокатор использует статическое электричество, делая так, чтобы травка стояла вертикально, прям как настоящий газон. Это очень простой метод нанесения травянистого покрытия. Очень рекомендую. А у фирмы Мачете есть отличный флокатор и продается в магазине «Модельная лавка». Ссылка на флокатор и промокод на скидку будут в описании. Вручную высажу флок другого оттенка зеленого прям пинцетом на клей ПВА, так диорама будет выглядеть естественнее. А пока сохнет флок на клей ПВА, я займусь бойцами в шапках-ушанках. Мне пригодятся 2 цвета, 2 разных зеленых. Одним я окрашу униформу, штаны и куртку, а вторым, более ярким, я окрашу бронезащиту, бронежилеты, защиту рук и ног.
В телесный цвет я окрашу руки и лицо, и также не забуду про бороды, они же ведь русские. У одного из бойцов плохо распечаталась рука, но поскольку это мир из области фантастики, то вполне у него мог быть протез. Окрашу протез в дюралюминий. Окрашу гитару. Ведь какой же русский геолог без гитары? После того, как высох основной цвет, я займусь тонировкой фигур. Масштаб у диорамы мелкий, 43, так что особо разводить художественные излишества тут негде. И тонировка сводится в проливке жидкой акриловой краской коричневого цвета и сухой кисти светло-зеленого цвета. Травка у меня получилась все-таки слишком монотонной, поэтому масляной краской я чуточку усложню цвет, использую желтый, болотный и землистый оттенок. И еще раз пройдусь сухой кистью по горам, добавлю большего контраста. А также не забуду пройтись сухой кистью по бойцам-геологам.
Важной частью моей диорамы будет свалка ржавых бочек. Вы же помните предысторию моего сюжета, и у меня как раз завалялось несколько бочек из смолы от Green Stafford, и я их окрашу в ржавый цвет, вернее в цвет ржавые траки от фирмы Pacific 88. Потом я нанесу на них гламурную версию лака для волос от санкционных АМО и окрашу в базовый цвет. У меня будут 2 синих бочки, 1 голубая и 1 красная. А потом я сделаю обдирание краски жесткой кистью, и губкой для мытья посуды сделаю хаотичные сколы темно-коричневой краской. Закреплю бочки на свои места клеем ПВА. Также на клей ПВА я посажу ветки, благодаря которым горит костер. Ветки у меня от моих домашних цветов. Как раз недавно я убирала засохшие листики и веточки у них, и для миниатюрного костра они вполне сгодятся. Окрашу обуглившиеся части веток и синтепоном покажу дым, и вроде получилось весьма атмосферно. А также посажу бойцов-геологов на свои места. И все, футуристичная диорама готова. И вот такая у меня получилась диорама. Надеюсь, при просмотре вы почерпнули для себя что-то новенькое в постройке этих миниатюрных объектов. И также воспользуйтесь этим опытом и при постройке своих моделей. Лично я часто просматриваю ролики по постройке диорам и стараюсь что-то черпать, но и тоже хочется преподнести что-то свое в этом виде творчества. Так что до новых встреч. Пока-пока.